Всем доброе утро. Что тут нас интересного ждет? Сейчас увидим. Так, ну с казахской стороны вообще колейки нет. В нейтралке тоже я машин не вижу. Так, это уже радует. Там стоит пару машин, но это мелочь. И в нейтралке к россиянам 3 или 4 машины я наблюдаю. Ну и хорошо. Может, процесс и не затянется. Час-два. Пройти бы и дальше в путь дорожку. Красота-то какая! Лепота! Ну что, будем проходить. Время 10 утра по Москве. Посмотрим, сколько займет времени. 15 минут казахов я взял. Выезжаю в нейтралку. На заезд к россиянам тоже никого нет. Машин. Ну, дай бог, может, и они быстренько. Там только под навесом, смотрю, машин много, но во всяком случае без колейки. Коллега мой уехал раньше. Сказал, я поеду заправлюсь тут перед границей еще. Буду тебя ждать на Гелиусе перед границей. Ну, что-то не на Гелиусе его нет. Смотрю, не на выезде на российскую территорию я его не вижу. Может, решил меня покинуть, не знаю. Ну вот, заезд к россиянам.
20 минут 11. Посмотрим, сколько здесь займет время. Ну, там вот у них машинами немного заставлено. В общем, а ямы, что с той стороны на заезд. Галюха, все пучком, все поехало. Давай сейчас пока Платон заплачу, и ты подъедешь. Что с этой? Все, давай в тачке. Ну что делается? Что, когда сюда заходишь, в Казахстан, что возвращаешься в Россию. Все, выезжаю. В общей сложности все дело заняло 1:13. Россия чуть подольше. Получается минут 50 я Россию проходил. На следующем повороте поверните налево. Все, добро пожаловать в Россию. Welcome. Сейчас уже как там. 85. Сначала только вот по ямам попрыгаю здесь. Оп. Не знаю, тут, наверное, надо, чтобы какой-нибудь большой начальник проехал и что-нибудь себе оторвал. Тогда может быть, что-нибудь тогда тут изменится. На следующем повороте поверните налево. Не знаю я, где мой друг. Пройдите 170 километров. Ну, поехали, Санька, продуем поршня. Где мой коллега делся? Ну ты племяннику дашь бутылку на бедность? Может, где впереди ждет. Короче, полетели. Самарская объездная. Едем, пока информацией не обладаем, что там делается в Тольятти, в Жигулевске, на ремонте. Сегодня 8 мая, говорят, с 10 мая будет ночью закрыто. Ой, наоборот, открыто только ночью. Проезд там для грузовиков. Готовьтесь через 700 метров пересечь дорогу с круговым движением. Но сегодня еще, по идее, можно ехать. Дай бог, что там большой колейки не было, чтобы не потерять там кучу времени. Я думаю, сейчас обойдем Самару. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Выедем. Пересеките дорогу с круговым движением, используйте второй съезд. Выйдем на пятерку. Проедьте 8,4 километра. И там уже тогда будем знать, что там делается в Тольятти.
тепло тут тоже. 25 градусов тепла мне показывают. А дома холодина. Кричат, тепло не привезешь, можешь домой не приезжать. Ой, еще до Москвы 1100 почти. Далеко еще, далеко. Хотя, это тоже за расстояние-то осталось. 1,5 мне показывает до границы. Чуть больше, 1550. И там, сколько там до Могилева? 150. 1700. Ха! Мелочь. Все-таки выходной день делает свое дело. Вот уже выезд с Тольятти, пост знаменитый. И вот уже ремонт начинается, а пробки нет. Может быть, сейчас тут, конечно, и будет на самом ремонте. Так здесь все стоит с самого города. По будням, днем. Ну, здесь вот начинается, но это, как говорится, это уже не пробка, это уже сам ремонт. Так что все пока хорошо. Ну, а там Волга. Ничего себе, там шторм. Такие волны. Рыбаков на берегу. А тут, наверное, сброс воды идет, поэтому тут такое волнение. Ну, какой-то поворот, в принципе, помел, блин, а сейчас будут стоять 3 часа, блин. Все равно. Тут стройка идет и в выходной день. Интересно, как надолго.
О, что-то прилетело. Письмо счастья. Ну а на Уфу вот все стоит уже. С километра еду. Конца и края не видно. Прилично тут собралось. Нормально так, нормально. Тут люди закрыли, как всегда, чтобы чайники не лезли по обочинам. ДТП перед, блядь, ремонтом на мосту. Левый ряд проходной. Уже 3 километра. Да. Как нам повезло, а? Нам просто сказочно повезло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот, наверное, заканчивается. Того 5 километров. Нормально так это. У нас тут что случилось? Что не едем? Да нет, не 5. Тут тоже. Здесь что-то тоже произошло, наверное, или что? Какая-то авария, может? А, ну да, точно. Вот ДТП. Поэтому тут затрудненицы.
выходе с Пензы тут что-то случилось. На нашей стороне объезжают. Тут, наверное, какое-то ДТП произошло. Да, тут еще. Регулировщик. Ой, тут серьезно. Ничего себе. То, что в темноте, наверное, не видно. Нормально обломка валяется. Ну, все, прошли вот Пензу. Едем дальше. Доброе утро всем. Сегодня вторник, 9 мая. Пользуясь случаем, всех поздравляю с этим великим праздником, Днем Победы. Мой дед тоже воевал. На следующем повороте поверните налево. Вот. Короче, всех с праздником. Ну а мы в Зубовой Поляне Пожалуйста, дружище. выезжаем с стоянки. Едем и думаем с одной мыслью, что сегодня будет твориться в Подмосковье и как нам лучше поехать. И такое вот у нас чувство сложилось, что, наверное, с Рязани мы пойдем через Тулу, на Калугу и на Вязьму. Уже вон сплошной поток идет. До Москвы 500 километров. Как выехать налево, не знаю. А что будет там твориться? Готовьтесь, через 900 метров двигаться прямо. Не подрезая, не выедешь. Да, вот одной сплошной поток и одни московские подмосковные номера. Поэтому будем еще посмотреть. Но я чувствую, что сегодня там будет коллапс. Если нам надо-то на 108-ю, но все равно там будет катастрофа. Вот подберемся к Рязани. Будем видеть, что и как. Пасмурно. Вчера весь вечер дождь шел. Через 100 метров продолжайте движение прямо. Продолжайте движение прямо. Проедьте 1,1 километра. Тудой как бы дальше, там километров может на 50, может 70 каких. Но там хоть мы будем ехать. А боюсь, на 108-й, там единственный переезд у нас на пути. Так он даже открываться не будет. Эти электрички будут сплошным потоком Готовьтесь идти. через 800 метров пересечь дорогу с круговым движением. И на всех перекрестках будут пробки.
Короче, еще не решили, но склоняемся к Вы такому превышаете варианту. допустимую скорость. Ну, пока ладно. Еще тут до Рязани 240 километров доехать. А время 20 минут 10-го. После обеда самый час пик будет в Подмосковье. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используйте второй съезд. А это кусочек Мордовии. Сейчас вот умет будет. Проедьте 260 километров. 255 до Рязани. Верст до Рязани. Легковых домой идет. Вернее, в сторону Москвы. Сплошной поток, сплошной. Это еще 350 километров до Москвы. Боюсь представить, что там, в Московской области, делается. А сейчас, когда парад закончится, все с парада поедут, остальные будут на салют домой ехать. В общем, наверное, катастрофа. Шацк прошли недавно. Сплошной поток, сплошной. Ужас. Я уже думаю, что надо было ночью ехать. В 12 ночи остановились спать. Надо было валить до утра. Проходить в Москву и потом ложиться спать. Предполагалось, что что-то похожее тут будет. Тут уже вот в Рязани на ремонте толкаемся. Как бы еще сказали, по 108 пока ничего трагичного, но поток идет такой, что все может поменяться мгновенно. Полистал только что Яндекс пробки. Уже вот есть затруднения, вижу там нарисованные красненьким отрезки, еще небольшие, но уже есть. Сейчас мы с Рязани в любом случае будем уходить в сторону Михайлова. Пойдем на шестерку и там уже где-то станем пообедать. Там уже будем принимать окончательное решение, куда поедем. Когда решение примем, тут же доложу. А так, это вот там у нас Рязань.
будет шестерка соединяться с четверкой. Все-таки решили идти через Подмосковье по 108. Насколько правильно это решение, узнаем очень скоро. Так вроде посмотрели, и встречные нам сказали, что как бы нет пока затруднений на 108. Поэтому решили пойдем сюда. Главное до Минки добраться, а там уже прямая дорога домой. Сейчас все на празднествах в Москве. Как раз шествие бессмертного полка. Может быть, нам и повезет. Факт, конечно. Четверка впереди. На соединении смотрю небольшое затруднение. Лукойл уже уебались в левой полосе, аккуратненько, на Москву. Есть уже кто-то вошел в близкий контакт. Поэтому и затруднения. Ну да, вот через километр Лукойл. И где-то там, говорят, не доезжая. Вы идете перед Москвой тоже пиздец, подскажите. Нет, парни, вы сейчас вот пост пройдете, пару километров еще, мостик пройдете, там все нормально. Без удачи. Давайте вам терпение. Давайте подскажите, что творится сейчас? Парни, на Москву крак, да? До самого моста.
Ну, вроде как дальше, смотрю, все бежит. Где-то тут вот на соединении. Не поделили автобан. Ну, естественно, тут полос сразу стало немерено. Этот еще догадался, где стать. Ну, здесь только морду кирпичом и пошел. По-другому никак. Ну и где тут что такое ДТП? О, началось. Справа. Не знаю, ничего, никакого ДТП я не вижу. Будем прорываться, в общем. Каким-то макаром.